Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете новые выпуски. Полина Реутова прямо сейчас на связи, оптимистка в штатском. Приветствую вас, Полина. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые зрители. Ох, закрутилась, завертелась, но стратегическая неопределенность осталась. Вроде как съездили в гольф-клубе, в лобби посидели. Глава делегации Умеров Ермака сбили. Тот говорит, ухожу, иду на фронт. В общем, и сейчас достаточно такое, знаете, специфическое время. Я отдельно хотел бы с вами поговорить насчет, вот такой очень интересной публицистики, которая сейчас описывает эту ситуацию с Ермаком. Это прям отдельно, прям очень важно. Вот такой же Карабас-Барабас, сотни людей в управлении, вертикали, силы, средства, а никто не защитил, представляете, пишут в украинской прессе, и говорят, что подозрение – это дело времени. Однако главное, наверное, что принципиально важно сейчас, и с этого предлагаю начать, это суть переговоров, которая совершенно разношерстно подается в западной прессе, в украинских источниках. И самый главный момент. Так а с чем Уитков летит в Москву после вот таких раундов? Похоже, что договорились договариваться, и ничего нет. Я имею в виду предметного, что может Америка предложить России, вот уже на этой неделе. Как вы думаете, насколько сейчас этот тупик беспросветен? Смотря с какой стороны глядеть и что именно подразумевается под тупиком. Если под тупиком подразумевается непосредственно окончание нашего регионального конфликта, то да, пока это тупик. Что касается участия американцев в этом процессе, как мне видится, я в этом совершенно убеждена, их мирные потуги связаны не с высокой моралью и не с желанием завершить конфликт, прекратить убийства. Здесь совсем не гуманизм работает. Здесь сейчас работает желание американцев свою, как они считают, подмандатную территорию Украины сохранить хотя бы в той форме, в которой возможно. Почему они стремятся остановить этот конфликт по линии размежевания? Да чтобы им больше территорий досталось. Они как раз за территорией во многом. И они кровно заинтересованы в том, чтобы Украина, будучи на протяжении длительного времени их клиентом и оставалась. А то, что русские уже отвоевали, тут уже не поспоришь, как говорится. Значит, отсюда и различные слухи, и косвенные намеки про готовность признания реалий на земле в текущем варианте. Если российская армия будет продвигаться дальше, то коллективному Западу, даже несмотря на то, что он сейчас не монолитен, просто физически останется меньше территорий, а с учетом того, что основная промышленность и основная доходность Украины как государства опиралась на юго-восточные регионы промышленные, чем дальше Россия продвигается, тем меньше остается вот этих как раз хлебных, как говорится, мощностей Западу, который взял протекторат над этой территории. Только исключительно по этой причине американцы стремятся. Ну, еще плюс то, что подлинная сторона конфликта – это они в большей степени, потому что они обеспечивают эту войну разведданными, оружием и финансово-политической поддержкой, так или иначе. Они, как проигравшая уже, что очевидно, сторона конфликта, фиксироваться не хотят, поэтому они одновременно и отмежевываются от этого всего дела устами Трампа. А если мы все-таки подвергнем сомнению хлебность этих территорий и доходность их? Ну, давайте так. Смотрите, все бы было бы так, однако продвижение российской армии, конечно, идет. Да? Там называются за последнее время 245 населенных пунктов, побольше и поменьше. Понятно, что каждый день у нас сводки, каждый день мы видим эти моменты. Тут даже, великий и ужасный Соловьев съездил на границу недавно между областями, Днепропетровская, Донецкая, и видим мы это продвижение. Однако оно не такое стремительное, как, в принципе, может быть, наверное, дальше. Почему? Потому что то, что остается за спинами российской армии,
Это все перелопаченная местность, это все разбито, уничтожено, и не пойми, сколько денег, сил и времени нужно, чтобы эту территорию привести в плюс-минус божеский вид. Это все понимают и в Кремле, это все понимают и на Западе. И сейчас, как нам описывают вот эти все переговоры Мар-а-Лаго или там, да, там, Майами, в общем, в гольф-клубе, все думают только о том, ну вот, уходить с Донбасса или не уходить с Донбасса. И все вокруг, собственно, этого пляшут. Но мы же видим, что на карте территории как раз-таки и сам фронт, само движение направляется немного в другую зону, в другое, так сказать, место. И перспективы, конечно, тяжелые. Однако и скорость не такая быстрая. И вот тут Сейчас объясню. скорость и время, да, и хлебность этих территорий, тогда выходит, ну, какое-то сомнение. То есть зачем тогда держаться условно за какие-то руины, развалины, или плодить эти развалины себе же в убыток в будущем? Касательно территории, отдать Донбасс, не отдать Донбасс, то, что сейчас украинская сторона занимает номинально и неподконтрольно Российской Федерации, это умышленное смещение мотива на цель. Мы этой темы уже касались. То, что война идет не за территории, а за то, под чьим, скажем так, в чьей зоне влияния в будущем будет Украина, точнее то, что от нее останется. В западной зоне влияния или в условно нашей зоне влияния. Вот такая история, это первое. Второе, как я уже сказал, они умышленно акцентируются на территориях как на предмете спора, хотя они территории не являются предметом спора. Это побочная история. Касательно там, промышленного потенциала в будущем, хлебности территорий. Это один из элементов, потому что американская администрация, как прагматики и как бизнесмены, смотрят на ситуацию, особенно в текущей итерации, как на потенциальный проект, с которого можно извлечь выгоду с учетом того, что Украина давно стала очень токсичным активом и убыточным. Но главным образом, в чем дело? Почему в том числе они стремятся как можно скорее закончить эту войну? Чем дольше она продолжается, тем больше образуется риск того, что люди, которые придут ко власти в Киеве в будущем, не будут демонстрировать ту степень лояльности, которую демонстрируют сегодняшние номинальные так называемые власти. И теряется постепенно, чем дальше идет, и, кстати, в данном случае время работает как раз на Россию. Чем дальше идет этот конфликт, тем дольше, тем сильнее проявляется усталость общества, более явственным становится весь тот беспредел, который чинят люди, захватившие власть в Киеве. Тем больше растет риск того, что региональные центры прекратят подчиняться, например, Киеву, что соберется какое-нибудь местное самоуправление, даже если это военно-гражданская администрация, как в данном случае, не объявят о своем суверенитете, а потом не обратятся с аналогичной просьбой по крымскому сценарию, даже без введения каких-то силовых структур со стороны Российской Федерации, обратятся с принятием либо в состав России, либо как-то с просьбой об организации плодотворного сотрудничества политико-экономического. Вот это риски такие возрастают, особенно учитывая то, что Одесская и Николаевская области, это две ключевые точки сейчас остались еще под контролем Украины, обеспечивающие выход к Черному морю. Это очень важный момент. И с учетом того, что эти регионы потенциально могут быть лояльны как раз Российской Федерации, эти процессы будут только усиливаться, потому что раздражение именно к России как
говорили, краина-агрессор, как с первых дней говорили, оно снижается, начинается фокусировка на беспредел нынешней власти. Особенно в Одессе люди посмотрели, что с их мэром сделали тоже выводы определенные. Это все в совокупности этих факторов, он очень сильно влияет. И для того, чтобы сохранить возможность поставить новую или как-то реанимировать в легитимную плоскость текущую администрацию, которая будет лояльна Западу и которая останется в западной зоне влияния, для этого нужно скорее закончить конфликт, потому что с каждым днем это растет разность потенциалов. Вот и вся история. Вот так это выглядит. Вы так отметили по поводу моря. На выходных же тяжелейшая ситуация. Прецедент умопомрачительный. В территориальных водах Турции, да, атакованы танкеры. Причем там одна атака, повторная атака. Уже при наличии, ну, скажем так, турецких сил, катеров, которые там помогали, в общем, которые как бы откликнулись, да, на как бы атаку, да, ну, там не совсем вот этот, да, сигнал СОС, но тем не менее, да, мы все видели, они активно показывали и записи непосредственно того, как экипаж корабля, в общем, давал сигнал о бедствии, об атаке дронов. И вроде как, знаете, мне кажется, что тут срываются определенные маски. Если раньше, например, можно было сказать, ну, какие-то непонятные дроны, кто-то непонятно что-то атаковал, давайте расследовать. И полгода расследуем, потом все забыли, ну и, собственно, замяли тему. То тут нет. Тут мы видим, как украинская сторона берет на себя атаку в территориальных водах НАТО судна, которое не под российским флагом, ну, не будем, конечно, там, скажем так, буквоедством заниматься, все понимают, что это российские суда, и это российские торговые суда, то есть не военные корабли, которые там могли отстреливаться или как-то там охранять себя, свою безопасность, в общем, а это вот конкретно, ну, нефтяные танкеры. Прецедент интересный. Чем откликнется, чем аукнется. И, собственно, после официального признания ситуация вообще вокруг Черного моря и то, на что вы указали, это проблемы регионов. Вы указали Одессу и Николаев. Я не понял, если честно, несколько дней назад, когда Зеленский давал вот это свое, как бы, так, ну, многие говорят, прощался, там, знаете, многие говорят еще что-то, ну, объявлял об увольнении Ермака, но там же были очень интересные фразы. Я требую от СБУ работы в регионах, потому что какие-то сигналы тяжелые поступают. Видимо, это имеется в виду, но видите, как очень аккуратно, очень так, ну, скажем так, ну, вот так в сторонке, где-то так вот очень иносказательно, но если так прочесть прямо то, что он заявил, то проблемы эти выходят более явственно. И тема легитимности власти тоже. Потому что эти переговоры во Флориде, ну, вы же видели, да, то есть, ну, это не государственный уровень, это не там, Белый дом, это даже никакое не государственное учреждение. Это просто Рубио, Уитков, ну, и какая-то вот группа лиц, которая, там, секретарь СНБО, да. Бутанов вроде как должен был быть, но там его не было, что многие связывают как раз-таки с этими танкерами, да, он там не отсвечивал. В общем, ситуация с легитимностью и ситуацию с Черным морем, и то, что структура СБУ, как бы, да, государственная структура, там, ГУР, берет на себя ответственность за вот этот удар по торговому флоту, как-то вот все в совокупности приводит к достаточно острому периоду. Как ответит тот-таки Запад на вот эти очень такие яркие провокации и, ну, такие яркие действия в Черном море против судов невоенных? И насколько вот эту легитимность удастся спасти, как вы выразились, реанимировать? Ну, как раз этим, пожалуй, и пытаются заниматься американские товарищи, которые принимают у себя то, что называется украинской делегацией. Там контуры очерчиваются, я думаю, с элементами шантажа и угроз. Возможно, даже прямым образом было сказано лицам из Украины, какой компромат еще имеется,
что может быть еще вброшено через филиал ФБР под названием НАБУ в публичную плоскость и в процессуальную в том числе. Это один элемент. Другой элемент касательно взятия на себя ответственности за террористический акт в водах фактически Турции. Но когда структура перестает быть государственным образованием, ее модель трансформируется с учетом того, что власть-то хочется и дальше удерживать, в террористическую модель. Но я далека от мысли, что эти вещи были подготовлены, одобрены и реализованы без одобрения главных кураторов киевского режима. Британцев. Конечно. Что за этим стоит, какое там целеполагание, это только еще предстоит. Понять здесь сложно пока сказать. Потому что это только ослабляет позиции Киева, на данном этапе, во всяком случае, в публичной плоскости. Но явно там была какая-то цель. Не просто продемонстрировать возможность. Здесь уже, как говорится, украинская сторона таким манером представляется как нечто неадекватное, без тормозов, без понятий, без, так сказать, без каких-то сдерживающих факторов там, в виде международного права и всего такого прочего, на которое Украина очень любит ссылаться, когда ей выгодно. А когда невыгодно, когда надо совершить какой-нибудь теракт, тогда международное право уже не работает. Вот что называется двойные стандарты и так далее. И зачем именно, повторюсь, это было сделано, это мы дальше посмотрим. Думаю, с течением времени мы поймем. Но факт остается фактом. Чем тогда Украина отличается от ИГИЛа, террористической организации, запрещенной на территории России и многих других государств, которая регулярно совершает теракты и с большим удовольствием, что важно, берет на себя ответственность за эти преступления. Если, понятно, там разные государства, те же британцы, они любят всякие грязные операции, там, по ликвидации кого-то, тоже организация терактов, планирование диверсий. Но они это делают, хотя как бы все знают, чьи уши торчат, но они хотя бы не объявляют об этом во всеуслышание. Вот сейчас такую модель только на себя еще Израиль берет в последнее время. Тоже совершает теракты и радостно о них рапортует. Но там хотя бы государственность еще сохранена. В случае с Украиной этого уже нет. Поэтому из-за государственного управленческого аппарата этот конгломерат окончательно превратился в террористическую организованную преступную группировку, которая совершает преступления совершенно без тормозов и с удовольствием берет на себя ответственность за совершение этих преступлений, прикрываясь высокой моралью из серии, что мы ведем войну, и все средства хороши, если мы наносим ущерб нашему противнику. Ну, то, что на поверхности, какое умозаключение можно сделать, это исключительно для того, чтобы, условно, поехал Уитков в Москву, а ему, например, озлобленная российская сторона говорит, о чем договариваться, вот смотрите, какие беспрецедентные удары, вот смотрите, какая реакция, никакая международного сообщества. Может, выходные, может, не знаю, может, сейчас что-то возникнет, да, какие-то, но, опять-таки, удары были совершены, а это прецедент. Это будет означать ровно то, что сейчас любое судно под любым флагом, да, оно может быть атаковано вот таким же способом. Причем самое интересное, что подобные ресурсы есть не только там у украинско-британской стороны, имеется в виду вот эти бэки, да, вот эти дроны, которые, да, сейчас и в России активно тоже используется эта история, и есть, условно, есть чем отвечать, и, собственно, это абсолютно, Черное море приводит в такую зону опасности. О Виткофе. Пресса пишет, что должно быть что-то конкретное. Конкретно. Вот мы с вами обсудили там территории, немножко коснулись. Мы обсудили какие-то другие, возможно, условия. Но
Есть ли понимание, что вот эта встреча, а Витков вроде как поехал, хоть непонятно с чем, но с чем-то таки в Москву доедет, может быть определенный этап финализации войны? Условно, что могут на данном этапе американцы предложить Кремлю для того, чтобы еще продвинуться дальше в переговорах? Я не говорю прям взять и закончить войну. Хотя у нас, конечно, есть и политтехнологи, которые говорят, что до 15 числа, до середины месяца все свернут, подпишут какое-то перемирие и, в общем, войну закончат, а потом Зеленский в Новый год будет прощаться, уходить, и, собственно, будет смена власти, и туда курс на выборы и на какое-то урегулирование. У нас то же самое говорят, причем давно, о том, что имеется такое намерение попытаться до Нового года прийти к какому-то промежуточному результату. Со стороны Российской Федерации тоже. Что могут предложить американцы? На сегодняшний день, мне кажется, что те условия, на которые Россия согласится пойти, они пока предлагать не хотят. А это гарантия политического контроля над всеми остатками Украины со стороны Российской Федерации в разной степени, скажем так. Гарантия того, что Украина не останется в западной зоне влияния, потому что даже если американцы условно предложат в течение следующих 2 лет, допустим, проводить политику, которая не будет враждебна России на этой территории, то где гарантия, что если или когда через 2 года к власти придет та же террористическая организация Демпартия Соединенных Штатов и не продолжит предыдущую политику, эту враждебную против России, и где гарантия, что Украина снова не станет угрозой, угрожающим элементом на границах с Российской Федерацией. И этой гарантии нет, потому что американцы преемственность своей политики прогарантировать не могут. И без железобетонного понимания со стороны России, что Украина не будет оставаться в агрессивной для России западной зоне влияния, Москва на эти договоренности не пойдет. Я далека от мысли, что сегодня американцы, с учетом того, что ситуация пока на том же фронте, не выглядит столь катастрофической, условно говоря, пока вот этой точки бифуркации прямо она еще не достигла. Они сейчас на этапе торгов. Они предлагают разные плюшки, может, какие-то финансовые темы там в будущем совместные. И плюс, дескать, они там прогарантируют, что режим враждебной России не будет. Но опять-таки, он может быть и не будет какое-то время, и то по инерции все равно отношение к России базовое будет не слишком позитивным в течение нескольких лет уж точно. Не говоря уже о том, что через 2 года с высокой долей вероятности, не факт, но с высокой долей вероятности американская администрация снова изменит свою внешнюю политику в Восточной Европе. И где гарантия, что вот эта бандеровская магистральная идея и построение государства на базе антироссия, исключительно и только антироссия. Мы уже с вами касались, что Украина нынешняя потеряла бы смысл своего существования, если бы не было России, потому что она существует исключительно как антироссия. Все, других идей там нет для существования. Если это снова произойдет, а оно неизбежно может произойти, тогда смысл сейчас идти на какие-то уступки. А по поводу того, что подписывать, не подписывать, я этой темы довольно подробно касалась у себя на канале, я об этом писала. Подписывайтесь, ссылка в описании. Я касалась подробно, как эта механика будет выглядеть. Я практически в этом... и плюс есть некоторые данные, не буду говорить откуда. Как мне представляется, есть такая уже... Сейчас вырабатывается как раз юридически безупречная модель
Вот то, над чем сейчас работают. Даже рабочие группы над этим трудятся обеих стран, я вам больше скажу. России и США вы имеете в виду? Да. Как обеспечить юридически безупречный транзит власти с юридически безупречным переходным периодом? Как мне представляется, вот то, о чем вы сказали выше, и то, что украинские коллеги говорят, что выйдет Зеленский и скажет классическую фразу «я устал, я мухожук», скорее всего, обернет это в такую обертку, что незламность, вот у меня нет выхода, я не буду это подписывать, поэтому я ухожу. То, к чему меня принуждают. Потом меняется спикер парламента, Арахамия собирает нужное количество голосов, и какой-нибудь Разумков становится спикером парламента, берет на себя функции исполняющего обязанности президента, подписываются какие-то промежуточные документы, потому что Россия все еще считает, это окошко легитимности она сохраняет, что Верховная Рада является легитимным органом власти, хотя это очень спорно. Потом назначаются выборы, и там уже, как говорится, решается вопрос. Вот эта механика, насколько я знаю, сейчас как раз разрабатывается. И, возможно, это и будет предметом встречи Лыткова и Путина. Вот такая история. В числе прочего. Да, Полина, тут такой деликатный аспект. Так, а кто вместо? Сейчас в Украине идет вот эта свистопляска. Ну, помните, у нас любят называть там, я помню просто спикериада. Помните, вот так вот красиво, да, спикериада. А сейчас у нас как бы наследие Ермака, да? Кто же впрыгнет в это место? Называют 6 кандидатур, там и Шмыгаль, и Буданов, и Федоров, а Свериденко, наверное, нет, потому что там перезагружать опять Кабмин, а с другой-то стороны, подождите, но его все равно перезагружать, если условно в какую-то юридическую механику это все будет облечено. А надо ли эту институцию вообще сохранять? Вопрос. Какой? Кабинет министров вы имеете в виду? Не кабинет министров, а вот этот институт главы офиса президента с неопределенными в Конституции неограниченными полномочиями, которых нет по Конституции. Так они работают по-другому. Вот вы видите, как... Многие же сейчас размышляют... Это в случае с Зеленским, да, по-другому не работает. Да, понимаете, не работает по-другому. Все вот размышляют по поводу там Ермака, там вот он, как он ушел, как бы... Он же тоже точно так же ушел. И, в принципе, здесь нечто такое похожее есть. Все же только ленивые не вспоминали о том, что он пришел со мной, он со мной уйдет. Вот эти все несколько раз. И во время войны, и до, ну, имеется в виду большой войны, как говорил о нем Зеленский. Вполне себе это может быть такой, знаете, пробник определенный. Вот он ушел, непокоренный, его сбили, но он как бы гордо... И поехал с охраной на фронт. Конечно, с ВСУ. Мое почтение, да. Понимаете, я теперь буду в ВСУ. То есть, конкретно сейчас какой вообще идет процесс? Да? То есть, подозрение есть или подозрения нет? Если оно есть или готовится, пока это не опубличено, но все о нем говорят. То есть, вообще, конечно, с точки зрения переговоров, это уникальная история. Значит, первые переговоры, помните, неделю назад вот эти в Женеве. Женева, все, там выходит Рубио, выходит Ермак. Все, нет главы переговорной группы, он уволен. Он уволен и отправляется на фронт. Ну, какой-то цирк, понимаете, ей-богу. И говорит, мы там не отступим ни от НАТО, ни от территории, ничего не дадим, в общем, как бы суверенитет и все такое. То есть, сейчас у нас вторые переговоры. Опять у нас глава переговорной группы, тоже Умеров, да, подозрений как бы есть, как бы нет, не сильно опубличили, но все ждут определенных новых порций компромата, слива. И, ну, послушайте, если сейчас, например, мы услышим голос Умерова, который там что-то согласовывают, но уже по оборонке, не по энергоатому, ну, все четко будут понимать, что, ребята, ну, такой глава переговорной группы не нужен, да, и, соответственно, его тоже будут убирать. Если мы увидим это, тут, как бы, понимаете, ну, это безысходность, ну, невозможно на таком уровне там ехать к американцам уже потом, после, да, на следующем этапе. То есть получается, что каждый глава переговорной группы ходит под дамокловым мечом какого-то подозрения или позора. Потому что мы все-таки понимаем, что основная цель это как бы удобоваримо закончить войну, но это же лютый позор. И вот тут Ермак, да,
Я почему говорю не получается? Потому что все-таки, как ни крути, это, конечно, так многие посыпают голову пеплом, говорят, вот смотрите, какой был великий, могучий, как у него все там держалось, Карабас-Барабас, все его куклы, там все расставлены, и тут он уходит. Это в любом случае, это перемены. Но система, простите, вертикали, рычагов, там, противовесов, вот этого теневого управленческого механизма, теневого почему? Он открыт, я имею в виду, что не по Конституции, то есть вот эти вертикали и институции, то, о чем вы говорите, там парламент, Кабмин, то есть они же остались. И кто-то должен, собственно, взять эту историю. Там говорили, Маркарова будет, но вроде как она будет советником. Ну, в общем, сейчас вот эта вот история, там, глава офиса президента. А кто же им будет? Да? Потому что у него в руках полномочия. И вот тут очень интересно выглядит вот это вот то, что осталось от Ермака. Как бы вы этот процесс... частный, достаточно мелкий, исходя из того, что мы обсуждаем, большие торги. Как вы его оцените и на что он повлияет в контексте текстов каких-то будущих, да, бумаг, которые должны быть на переходном хотя бы этапе подписаны? Ну, смотрите, здесь я буду использовать метафору, максимально понятную. Ну, точнее, я ее так опишу, что людям будет понятно. В силу моего частного интереса авиационного я сейчас опишу то, как это выглядит на частном примере Ермака и в общем. Да. Кстати, тезис, который заброшу для размышления. Украинская ССР в Советском Союзе, в рамках Советского Союза обладала большей субъектностью, чем Украина незалежная. Это очень интересный момент. И говоря авиационным языком, вот есть самолет, допустим, Украина как советский самолет, да, Ту-154, предположим. Раньше самолеты управлялись напрямую летчиками. Они делают что-то со штурвалом, воздействуют на органы управления физически. Это и тросы, и гидравлика. Это таким манером работает, самолет управлялся. Но прошло время, да, то есть Украина летела на советском самолете с большей субъектностью физически. Тот, кто за штурвалом, управлял этим самолетом. Но на советском самолете. Прошло несколько времени, технологии поменялись, время прошло, Украина поменялась, стала независимой формально. Я не знаю, какой там борт номер 1 у Зеленского, не помню. Но в чем суть? Современные самолеты управляются иначе. Когда пилот сидит за штурвалом, он физически напрямую на органы управления, как раньше, не воздействует. Есть система fly-by-wire, когда пилот либо сайдстиком, либо штурвалом подает команды, они передаются на компьютер, и компьютер, как промежуточное звено, уже воздействует на органы управления, на реальные рули. В данном случае Украина, там, допустим, Ермак, это человек за сайдстиком или штурвалом, но он напрямую на полет не воздействует. Между ними есть прослойка, компьютер в виде внешнего игрока, который уже принимает решение, как будет вести себя воздушное судно. Вот, кстати, в этом контексте очень смешно, как Airbus А320 после нового обновления, значит, попал в большую опасность, и там бортовые компьютеры при определенных условиях переставали слушать пилотов, и те органы управления, которые действуют на тангаж и на крен, они из-за поля воздействия пилотов пропадали. И Россию это не коснулось, потому что она под санкции и не попала под это управление. Вот. То есть там есть прослойка. То же самое и с Украиной. А чтобы Украине стать субъектной, вот такая модель, или, во всяком случае, сделать так, чтобы компьютер ее слушался, и самолет летел так, как надо, как хочет летчик, ей нужно самой строить самолеты. Она их сама производить больше не может. Антонова больше нет. Вот банальный пример. Причем это конструкторское бюро работало эффективно и, в принципе, работало только вместе с Российской Федерацией. Совместно делали классные самолеты. Все, нет больше.
Поэтому Украина летает на том, что даст Запад, и она этим не может напрямую управлять, потому что там есть прослойка в виде компьютера, и в случае, если компьютер решит лететь иначе, пилот хоть сломать этот сайдстик или штурвал может. Ни на что не повлияет. Поэтому неважно, какая там персоналия в этом офисе президента, они не являются субъектами. Хотя формально, да, они сидят за штурвалом. Но субъектами они не являются. Кто может прийти, тоже не столь важно. Я не уверена, что эта институция должна сохраняться в принципе. И я не уверена, что сохранение этой институции обсуждается, потому что она внеконституционная. А те, кто поехали беседовать и поиграть в гольф, а может даже их на поле не позвали, не знаю, за этим не следила, позвали, не позвали играться. Но сам факт в том, где они беседовали и в какой форме, я думаю, что там как раз обсуждали в том числе вот эту механику переходного периода с такими словами, что, ребята, вы знаете, у нас пленок там на 2000 часов, а может и больше. И там так много интересного, что, вы знаете, особенно там у меров, да, ходят упорные слухи, гражданин Соединенных Штатов, все семейство сидит в Штатах, офигительная мера воздействия на человека, как на личную персону. То есть не как на государственного деятеля, а как на личность. Потому что выше у таких кадров, как правило, личные интересы превалируют над общими всегда. Вот. И просто могли описать механику, там, условно говоря, сказать, мы с русскими до этого обсуждали, вот они такую штуку предлагают, мы совместно выработали вот такую модель переходного периода, и заранее объяснив, что в этой конфигурации Зеленского как субъекта вообще нет, тем более, что Путин это подтвердил, и ранее об этом сказал заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации, что подписывать конкретно вот с ним смысла тупо нет. И мы с вами ранее касались. Почему? Потому что если сегодня он имеет внешнюю легитимность со стороны своих так называемых партнеров, то как только он подпишет что-то, что этим так называемым партнерам не понравится, они тут же перечитают Украинскую Конституцию, скажут, что это лицо было длительное время нелегитимным, поэтому эту подпись они не признают. Россия прекрасно понимает, что будет такой сценарий со 146% вероятностью. Именно поэтому, заранее хеджируя этот риск, Россия и заявляет, что в качестве какого-то лица, гарантирующего своей подписью выполнение того или иного документа, Зеленского там нет. Поэтому сейчас главная задача – это проработать механику переходного периода с тем, чтобы было не подкопаться и еще закрепить это в Совбезе ООН. Я думаю, скорее всего. Вот чтобы прям наверняка единогласно всеми, чтобы все за проголосовали, даже чтобы воздержавшихся не было. Вот такая механика. И я думаю, что, как правило, в основном, наверное, для этого вот эти украинские кадры к американцам и ездили. И с тем, что они им сказали, уже с докладом едет Вытков беседовать с Владимиром Путиным. А до этого были консультации с Дмитриевым, думаю, плюс-минус на ту же тему. Ну и плюс между собойчики разные с американцами обсуждались в экономическом смысле, как бы с учетом того, какую Кирилл Дмитриев позицию занимает, какую должность. Вот как-то так это выглядит, мне кажется, предельно понятно. Поэтому ожидать, что вполне возможно Зеленский, если он не хочет быть обнуленным, не хочет внезапной авиакатастрофы или посадки в клетку, физически, возможно, будет, прикрываясь красивыми пассажами, я не согласен. Действительно, как-то я устал, я ухожу. В принципе, модель рабочая. А касательно Ермака, я про это тоже писала подробно. Вот эту модель уклонения от ответственности уголовной, он же сам придумал и активно использовал со своими другими подельниками. То есть, если ты украл много, ты едешь в ВСУ. Если ты украл очень много, ты едешь в ВСУ желательно в тот же день. А если ты украл и не поделился, и тебя на этом поймали за руку как дешевку, особенно те, кто тебе дают деньги,
ты едешь в ВСУ навсегда, до своего последующего обнуления. Вот это интересная модель. Туда едут для того, чтобы скрыться от уголовной ответственности. В данном случае это бегство от НАБУ физическое, вот прям как есть. Только не на передок, а где на какой-нибудь безопасный рубеж с охраной, с личным оператором и доступом западных журналистов, чтобы они смогли соответствующие фотографии красивые сделать для того, что вот герой незламность. Вот. А в России интересна другая модель. Это уже те, кто осуждены. Они наоборот едут на войну. То есть на Украине едут на войну, чтобы не быть осужденными, а у нас наоборот. Это интересная тоже модель. Поэтому здесь как бы все понятно. Я думаю, что у этого кадра возникли серьезные проблемы с тем, чтобы покинуть Украину. Во-первых. Во-вторых, скорее всего, Женева прошла не очень, чтобы очень, раз такие дела. И по нему начали конкретно работать, а это прям же ближайшая людина к президенту. Не в одном просто бункере спали, да? в одном, да, ну то есть там высокие отношения, возможно, даже неформального, скажем так, Ну, характера. от этого же и кисло. Как это? От этого же и кислится у украинских это элит. весело. Почему это Нет, ну весело? потому что, смотрите, Зеленский, получается, Ну, нам, в смысле, да. получается, Зеленский, он не может никого защитить. Я имею в виду аппаратно, я имею в виду политически. Так он сам себя защитить не может. Понимаете, он то не есть управляет этим самолетом. тут очень... Да, вот понимаете, вот аналогия с самолетом хороша. Не получается, что нет... как же вот это было? С чего все началось? Я просто всем напомню. У нас событий много, да, и поэтому вылетают некоторые фишки, да, с этой доски, с этого стола. Началось с того, что каких-то дельцов приняли за то, что они предлагали в департаменте офиса президента должность за 100 тысяч долларов. Яка прикра несподіванка. То есть был какой-то... Смотрите, то есть все же как вот, мошенников там, все, мордой в пол, все там. А по сути, если так посмотреть, за 100 тысяч баксов можно стать каким-то начальничком в самом главном офисе страны. И, собственно, там бронь, все там плюшки. Зачем ты платишь эти деньги? Чтобы потом их отбить, заработать и дальше зарабатывать, сидеть на этой должности, сидеть на каком-то потоке. Большом, маленьком, неважно. А там же ручейков много. Понимаете? И вот этот ручеек, пускай даже какого-то непонятного департамента, да, это хлебное место. Это вот... Раз, и ты можешь спокойно как бы отбить свое вложенное. И тогда вот для меня было очень удивительно. Сам Ермак лично почему-то вдруг... Ну, также обычно это новость какой-то хроники. Ну, вот, например, там бабушке позвонили какой-то... Это такая шутка есть, знаете, у нас только у бабушек звонят мошенники и выуживают деньги, да, а у дедушек денег нет, поэтому дедушкам не звонят. Поэтому это вот обычная уголовка. Ну, то есть, мошенники позвонили, как бы попытались, а тут целый Ермак выходит и говорит: спасибо, правоохранитель. А я тогда не понял, подождите, так это что, настолько все плохо у него, что он вынужден записывать это видео? И вот к этому все и пришло спустя недели буквально. С точки зрения истории, это пху, а не срок. Понимаете? С точки зрения процесса, это ерунда полная. Но тем не менее. В общем, такое, конечно... Колосс на глиняных ногах оказалась вот эта вся схема. И имя Зеленского, оно теперь не дает никакую защиту, никакую какого веса какого-то политического. Имя его офиса, имя его. И это видят все. И всем кислится на лицах, понимаете? Вспоминая одного из членов переговорной группы, метафорически выражаюсь я, а это означает, что начинаются очень серьезные процессы и брожения, когда Зеленскому и правда надо брать и уходить красиво, как этот Петров описывал, говорит: я вот устал вам объяснять, зачем это надо вам, вот я такой герой, и в общем все, как бы занимайтесь. Но это ведь часть игры, часть большой игры. Вопрос, что будет после условного вот такого обнуления, политического обнуления позиции Зеленского. Что будет с ним, да, и что будет вообще с президентством. Вообще есть такие мысли, что это чуть ли не последний президент Украины, дальше Украины и президента не будет. Как думаете?
Ну, смотрите, по поводу того, что Зеленский больше не может никого защитить. Так он и раньше не мог. У него была иллюзия того, что он управляет этим самолетом, а нет как бы прослойки, которая получает команды и дает, делает усилия над органами управления. Ну, то есть это была иллюзия. Сейчас продемонстрирована четко степень категорической несубъектности всей этой конструкции. Вот вы говорите про Ермака, это лютый беспрецедентный случай. Ну, в данном случае, да, конечно, так и есть. Что будет с Зеленским, зависит от того напрямую, как он будет себя раньше вести. То есть будет ли он пытаться саботировать те пути и ту механику переходного периода, которая сейчас разрабатывается, или не будет. Если будет саботировать, будет уходить по-плохому. Через коррупционные скандалы и, возможно, даже через какие-нибудь внезапные, так, несовместимые с жизнью ситуации. Такое возможно. Либо несовместимые со свободной жизнью ситуации. Такое тоже возможно. С полной конфискацией. Если он пойдет добровольно на реализацию той модели переходного периода, в рамках которой он должен сказать: я устал, я ухожу, тогда на многое, что творилось им, а он без гарантии безопасности личной на это в жизни не пойдет. Если мы должны прогарантировать. Кстати, самое смешное, что подлинную безопасность ему может прогарантировать только Российская Федерация. Ну, это такое. Чтобы ему прогарантировали личную безопасность, неприкосновенность, обеспеченную жизнь, потому что аппетиты выросли, еще бы столько воровать. Там, не на миллион, там, на миллиарды. Правда, куда это все тратить, тоже такой вопрос странный. Ему его остатков жизни, а с учетом того, что наркоманы особо долго не живут, тем более, то он и не успеет это все потратить. Но как бы, окей, алчность превышает все пределы. Вот, если ему прогарантируют, говорят: Володя, давай, чухай отсюда, иначе будет по-плохому. А если по-хорошему, ну, прикроется красивыми пассажами, как мы уже отметили, найдет повод. Я не думаю, что это будет даже облечено в какой-то скандал, что устроят какую-нибудь тему из серии, как устроили в 2014 году, объявив, что Янукович больше не президент, и теперь его становятся новые маргиналы в парламенте. И даже этого, скорее всего, не пригодится. Хотя один из инструментов такой тоже возможен, кстати. Вот такую тему могут провернуть, как вариант. Там Арахамия опять-таки соберет нужные голоса, и вот это могут провернуть. Выйдет спикер или новый спикер, переизберут спикера, выйдет новый, скажет: все, я ИО президента. Придумают причину, по которой Зеленский резко станет нелегитимным, и объявят такую историю. Ну, как вариант. Вот. В случае, если Зеля добровольно как бы на всю эту тему пойдет, поедет куда-нибудь в Европу, в Штаты, сильно сомневаюсь, куда-нибудь в Лондон. Вот у них это кубло, оно в Лондоне любит обитать. Будет, я не знаю, в Вестминстере где-нибудь преподавать, читать лекции, либо еще какой вариант, может быть, как наша Либерда, хорошо сказала Иноагент Латынина, мне понравилась дефиниция, как можно нашу Либерду сейчас обозвать. Это колониальное правительство в изгнании. Вот сколотит собственное колониальное правительство в изгнании, оппозиционеров будущей власти на территории Украины, какая она там будет, отдельный вопрос. Но он будет 100% оппозиционен к новому курсу, 100%. Какой бы он ни был. Даже если он будет еще более бандеров, не дай бог, русские не допустят. Ну, предположим. Даже если бы он стал еще более бандеровским, радикальным, маргинальным, с идеей Галичина от реки до моря, Армавир в Кубе и так далее, Зеленский все равно будет ему оппозиционен. В любом случае. Но будет, как говорят в Одессе, делать морду, изображать из себя
дальше какого-то принципиального бывшего теперь только политического субъекта. Вот два варианта. Либо по-хорошему, либо там будут действовать по-другому. Давайте обсудим еще факторы Европы. Ведь все зависит от того, насколько в Европе его Зеленского готовы поддерживать дальше. Очень интересное заявление Каи Каллас. Это может быть решающая неделя для переговоров. Мы пока точно не знаем результатов, но я буду сегодня говорить с министром обороны, иностранных дел Украины. Короче, Кая включилась, говорит, давай. Параллельно с этим был подготовлен отчет, пишет Нью-Йорк Пост, такой специфический, интересный отчет. Значит, в чем смысл, общий посыл материала? Значит, Европе дешевле поддерживать Украину, чем потом расплачиваться за победу России. Значит, Украину поддержать на 4 года будет стоить 600, короче, до миллиарда, до триллиона, то есть 600-900 миллиардов, вот так. А цена российской победы, да, это 1 400 000 до 2 триллионов. Значит, это вот за счет только, там как же мыслят, да, усиления восточного фланга НАТО, там, рост оборонки, новый миграционный кризис, если Европу, миллионы украинцев снова опять поедут в Европу. Сейчас, например, там история меняется, да, вот очень... Самое благополучное место, где принимают украинцев, Германия, уже начинают, скажем, более выборочно применять свои процедуры к украинцам, вновь приехавшим там, молодым хлопцам и женщинам, и детям. То есть это не так просто и легко, как было там раньше, когда давали там тебе и жилье, и, в общем, поддержку, и там все джоб-центры и все остальное. По другим европейским странам тоже ситуация немножко усугубилась. В общем, авторы уверены, что если найдет сейчас деньги Европа, победа Украины реалистична. А вот регион тогда стабилизируется, беженцы вернутся домой после победы Украины, инвестиции потянутся. И, в общем, хорошо им. Заплати сейчас, условно, 1 триллион. Или потом, в случае проигрыша Украины и вот окончания войны, плати на все про все 2 триллиона. Вот так, если в 2 раза дешевле. Как вы думаете, вот сейчас же Зеленский опять Париж, хотя все же уже и 100 самолетов с Макроном подписал. Смысл, все равно. Ему сейчас очень нужна вот эта поддержка и политическая, понятное дело, финансовая. Как вы прокомментируете вот эту разницу? Давайте 1 триллион дадим сейчас Украине, она потом победит, и потом все будет хорошо. Или, давайте, пускай сдаем Украину, это обойдется Европе в общей сложности в 2 триллиона. Смотрите, во-первых, эти кадры настолько маргинальны, что они рассматривают эту модель только через призму того, что вся Европа продолжает быть антироссией. Что они исключают дальнейшие сношения экономические, политические с Россией. Потому что раньше, при сотрудничестве с Россией, когда там не было вот этой оголтелой русофобии, экономика росла, дешевые энергоресурсы способствовали производству товара с высокой добавочной стоимостью, развитию технологий и так далее. А в модели, где Россия из этой конструкции выключена, Европа деградирует. И то, что сейчас они рассказывают в случае победы России, они не рассматривают восстановление взаимодействия, прежде всего экономического, с Россией. Они рассматривают эту ситуацию так, что Россия побеждает, но поскольку мы ее все равно не принимаем, агрессор, все дела, мы без нее дальше существуем, санкции, все такое сохраняется, Россия, естественно, продолжает переориентировку на другие рынки, плюс с высокой долей вероятности в качестве в той или иной степени партнера возвращаются Соединенные Штаты, потому что они будут стремиться остановить сближение России и Китая, например.
И Россия, естественно, будет развиваться дальше, но без Европы и без использования ее в качестве покупателя своих энергоресурсов, на чем в основном была построена коммуникация с Россией. То есть в их голове, вот вы тоже эту маргиналку из ошметков прибалтийских Советского Союза упомянули, вот это Калас. Вот, как сказал наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, она даже внешне не отличница. Вот так дипломатически определив, что она из себя представляет. Ну, это отдельно можно рассматривать, но, я думаю, без врачей специфического профиля это будет затруднительно ответить на вопрос, что с ней происходит. Вот касательно этого отчета, если они-то нацелены не на победу Украины, это важный момент, а вот если Украина победит, опять смещение мотива на цель. Они не говорят честно, если Россия проиграет. Что в их понятии проигрыш России? Расчленение России, падение режима, падение экономики, 91 год 2:0, только в более жутком варианте. Вот для них вот это является поражением России. И в этой конфигурации, делая на это ставку, притом в будущем они в этом случае очень даже планируют использовать российские потенциалы в плане энергоресурсов после поражения России. Чтобы пришла новая семибанкирщина, все растягала, может быть, парад суверенитетов очередной, и по отдельности они будут с субъектами договариваться, с местными царьками. Там какой-то, про купли-продажу разного рода полезных вещей. Они как раз только в этой модели и рассматривают это взаимодействие, и предполагая, что если они сделают на такую модель ставку, то есть в будущем мы все равно Россию будем юзать, просто она будет на колени платить и каяться. Тогда да, они рассматривают историю, что действительно, что бы нам и не вложиться вот в этот блудняк весь, извините за непарламентскую лексику. Только в этой модели. Но модель, это, кстати, украинизация Европы, наверное, это воздушно-капельным путем или почкованием размножения этих пагубных идей идет, иначе трудно это объяснить, потому что совершенно маргинальщина. Так же, как и Украина, которая ранее вместе с Россией большой товарооборот, строила самолеты, сотрудничество в множестве других сфер, более-менее единый взгляд на мир. Нет, надо было пойти к онтологическим врагам, в том числе и Украины, кстати, потому что мы в этом смысле единое целое. Они нас всех считают интерменшами, мы отдельно этой темы касались ранее. Нет, они пошли туда, получили там майма теща майма, как говорил один бывший президент Украины. Вот. То же самое, этот вирус пошел вообще с Запада, но там он сейчас усилился и мутировал. Вот в Западной Европе, потому что они все-таки там великие некогда державы со стратегическим мышлением, преемственностью политики. Как-то можно было как-то на это серьезно смотреть. И ранее, когда были там другие товарищи у власти, они Россию рассматривали, не совсем как равного субъекта, но как полезного субъекта для их развития, чем Россия и была. И Советский Союз, кстати, тоже. Потому что их весь этот райский сад расцвел только исключительно благодаря тем мощностям, которые обеспечивались дешевыми энергоресурсами из России. Все, точка. Как только этого не стало, началась деградация. Они, конечно, хотят, чтобы она прекратилась. И Россия им нужна, но по частям платить и каяться, там, узурпация, там, даже, я бы сказала, оккупация ползучая, вот этой всей маргинальщины, чтобы приехало то, что считает себя российской делегацией в ПАСЕ, сплошь список из террористов, экстремистов и иноагентов. Они, колониальное правительство в изгнании, чтобы оно приехало, вопросы порешало, и все. А в конфигурации, когда Россия остается Россией, и она, в принципе-то, и не против, об этом неоднократно заявлялось, продолжать сотрудничество, взаимодействовать на паритетных началах, на взаимовыгодных условиях. Но им это не надо.
Они готовы себя реально, как это, как моя бабушка говорила, покойная, царствие небесное, сухари мочить лучше помереть. Вот так выглядит ситуация. Они с такой Россией лучше помрут, чем будут как-то взаимодействовать, прекрасно понимая, даже нет, наверное, не понимая, потому что они себя по-другому, наверное, вели. Ну, происходит ситуация такова, что в этой всей конструкции они несут колоссальное количество издержек. Гораздо большее количество издержек, чем несет в данном случае Россия даже в воюющем состоянии. Потому что мы переориентируем свои рынки, и все. Ну, то есть у нас модель поменялась в плане того, что мы переориентируем, Ну, перераспределяем смотрите, тут же ресурсы. еще, смотрите, давайте как бы не только сводить все к рынкам, здесь есть еще и такие прямые, Ну, ну тут погодите, же политические, я же в прямой, самом начале и сказала. прямой Да. ущерб, то есть, опять-таки, эти танкеры, которые мы обсудили, эти удары по, скажем так, они же бьют почем? По каким-то мощностям, да, вот эти дроны и все остальное. Плюс еще вообще режим безопасности, да, все равно как бы, как ни крути, но Россия тоже поменялась за эти годы с началом то, что называлось СВО, да, сейчас вот уже все чаще говорится о войне. Вот сегодня, например, там опять взлетела на воздух машина Toyota Prado в Москве, повылетали там окна, ну, вроде как никто не погиб, в общем, привели в действие. Человек, которому принадлежала эта машина, он связан с оборонкой, ученый, да, какого-то там НИИ. То есть, ну, конкретная, да, вот ситуация, которая, смотрите, фактор безопасности очень, ну, по-другому сыграл за вот эти последние годы и отобразился на жизни там, тех же россиян. И поэтому здесь тоже как бы такой момент. Насколько дальше это может быть, может ежачиться, да, и как бы обрастать вот этими иголками, да, все под эгидой безопасности и всего остального. То есть все равно как бы инерция вот этой войны и ну, угрозы, да, она все равно присутствует в то же время и в России. Поэтому здесь дело не только в самих рынках, да, о том, что мы сейчас в Европу продавали, а потом будем продавать, например, в Индию, да, куда, кстати, Путин тоже отправляется. Тоже очень интересно, да, изоляция там, и все остальное, ну вот, пожалуйста. А тут же еще идет фактор конкретной безопасности, угрозы жизни там, гражданам с одной и с другой стороны. Здесь идет оценка издержек. Плохо, что происходят теракты. Плохо, что, наверное, не все можно предотвратить. Справедливо полагать, что они будут так или иначе продолжаться, и наши враги будут искать все способы. Кстати, британский чисто почерк, между прочим. Искать все способы, чтобы наносить ущерб, в том числе серьезный, в том числе точечно. Вот как, кстати, похожая тема в данном случае с подрывом автомобиля, как Израиль взял, поубивал физиков-ядерщиков Ирана. Целенаправленно. Еще, и с гордостью еще об этом сообщил. Ну, чисто террористическая манера решения вопросов. То есть тут как бы понятно. Это издержки объективные, к сожалению, от них, наверное, не деться никуда. Но та ситуация, которая сложилась на условном западном фронтире, в случае, если не решить эту ситуацию, издержки гораздо более глобальные и угрожают самому существованию Российской Федерации, как это понимает наше руководство. То есть меньше из зол выбирается. Меньше из зол попробовать решить этот вопрос фундаментально и на долгие годы, при этом терпеть убытки и сталкиваться с рядом последствий, из которых не все можно предотвратить. Либо ничего не делать и получить просто от на земле и отсутствие России в той форме, в которой мы о ней знаем. Вот. Здесь просто меньше зол выбирается, да. А так издержки, конечно, есть. Война – это плохо. Только дебил будет говорить, что война – это хорошо, либо срочно сборщик, который будет призывать идти до Лиссабона,
Потому что до тех пор, пока армия куда-то идет, он может что-то собирать и на этом жить неплохо. Хотя сейчас в России с этим хуже, очень жестко берут за жабры всех этих товарищей. Вот. Здесь, опять-таки, разница в целеполагании. Поэтому, да, есть издержки. Война плохо, но когда заканчиваются другие аргументы, включается силовой аргумент. Это всегда было так в истории, к сожалению. Вот поэтому отвечаю на ваш вопрос. Как это стоит рассматривать? Полина Реутова была моей собеседницей сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. Спасибо, зрители. Ставьте лайк и ссылка в описании. Подписывайтесь. Берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.